На бескрайних и суровых просторах Аляски, там, где небо сливается с белой пустыней, а мороз пробирает до самых костей, существует негласный кодекс выживания. Местные жители знают его с детства. Это не просто советы, это высеченные в инее истины. И самое первое, самое незыблемое правило звучит просто: никогда не оставлять собаку на привязи. В этом царстве вечного льда время измеряется иначе. Здесь есть своя мера человеческой и звериной ошибки, правило 6 секунд. Говорят, что именно столько времени нужно белому медведю, чтобы превратить неподвижную мишень в добычу. В мире, где белый мех идеально сливается с сугробами, хищник всегда на шаг впереди. Привязанное животное для него не противник, а подарок судьбы. Лишенная возможности маневрировать, убежать или спрятаться, собака на цепи становится лишь легким перекусом для хозяина Арктики, чей вес может достигать полутонны. Для опытных каюров и проводников вид собаки на привязи в сезон миграции медведей — это зрелище, от которого стынет кровь. Это предчувствие неизбежной трагедии. Дэвид де Мёль считал себя человеком, которого трудно удивить. Работа в туристической компании на севере — это ежедневная проверка на прочность. Он видел, как ломаются льды, как сияет небо всеми цветами спектра и как суров бывает голодный зверь. В тот день он сопровождал небольшую группу туристов. Они искали кадры дикой природы, надеясь увидеть медведей с безопасного расстояния. Дэвид вел машину по знакомому маршруту, когда впереди, у одного из удаленных постов, мелькнула фигура. Сердце проводника пропустило удар. Там, на открытом пространстве, сидела собака, и она была на цепи. «Смотрите», — прошептал кто-то из спутников. Голос туриста дрожал. Из ближайшего сугроба, который еще минуту назад казался неподвижным холмом снега, начало подниматься нечто. Огромный белый медведь, настоящий левиафан этих мест, медленно вынырнул из своего укрытия. Его ноздри трепетали, он явно почуял тепло живого существа. В салоне автомобиля воцарилась гробовая тишина. Дэвид почувствовал, как вспотели ладони на руле. Он знал, что произойдет дальше. Это была математика смерти. Масса медведя, длина цепи, отсутствие укрытия. Он уже видел подобные сцены раньше, и они никогда не заканчивались хорошо. Медведи не играют с едой. Они убивают быстро и эффективно. Медведь приближался. Его походка была обманчиво ленивой, в развалочку, но каждый шаг покрывал огромное расстояние. Собака, небольшое по сравнению с гигантом существо, замерла. Она не лаяла, не пыталась вырваться. Казалось, она приняла свою судьбу. Дэвид инстинктивно схватил камеру. В голове пульсировала мысль: «Я сейчас сниму финал этой жизни». Это был профессиональный долг и одновременно тяжелое бремя свидетеля. Секунды тикали. То, что произошло дальше, заставило очевидцев забыть, как дышать. Вместо стремительного прыжка, вместо удара лапой, способного переломить хребет, гигантский хищник замедлился. Он подошел вплотную, возвышаясь над собакой, как белая гора над холмиком, и вдруг он сел с неожиданной для такого колосса осторожностью и даже грацией. Медведь опустился на снег рядом с псом. В его движениях
не было агрессии. Была лишь нежность? Не может быть, выдохнул Дэвид, не отрывая взгляда от видоискателя. Огромная когтистая лапа, каждая кость в которой была создана для охоты на тюленей, медленно поднялась. Но она не опустилась на голову собаки с сокрушительной силой. Медведь начал гладить пса. Мягко, едва касаясь шерсти, словно старый друг, который не видел товарища много лет. Самое поразительное заключалось в реакции собаки. Она не выказала ни малейшего страха. Не было ни поджатого хвоста, ни оскала. Напротив, пес стоял спокойно, позволяя зверю изучать себя. Казалось, между ними существовало какое-то древнее, необъяснимое взаимопонимание, стоящее выше законов пищевой цепочки. И тут он, конечно же, начал гладить эту собаку, ведя себя как ее лучший друг, позже вспоминал Демёль. Медведь наклонял голову, обнюхивал пса, осторожно подталкивал его носом, словно приглашая к игре или просто выражая свое расположение. Это не было поведением хищника перед трапезой. Это было поведение социального существа, нашедшего родственную душу в самом неподходящем месте. Дэвид продолжал снимать, понимая, что в его руках видео всей жизни. Он знал истории о том, что медведи иногда проявляют любопытство, но чтобы дикий зверь гладил домашнее животное так, как это делает человек, это выходило за рамки биологии и здравого смысла. Когда видео облетело мир, оно вызвало бурю эмоций. Миллионы людей видели в этом чудо и доказательство доброты природы. Однако специалисты-биологи, проанализировав кадры, внесли в историю долю рациональности, которая, впрочем, не сделала встречу менее удивительной. Главный секрет этого мирного исхода, по мнению ученых, крылся в состоянии медведя. На кадрах видно, что хищник выглядит вполне упитанным. Скорее всего, он недавно удачно поохотился на тюленей и не испытывал мук голода. В мире животных сытость — это единственный период, когда инстинкт убийцы засыпает, уступая место другим качествам. Когда биологические потребности удовлетворены, у высших хищников просыпается любопытство. Медведи — чрезвычайно умные и социально сложные существа. Возможно, этому одинокому гиганту просто стало скучно в бесконечной белизне тундры. Возможно, он почувствовал в собаке такое же одинокое существо. В этот короткий миг потребность в общении и тактильном контакте перевесила охотничий азарт. Тем не менее, эксперты поспешили предупредить. Эта история — редчайшее исключение. В подавляющем большинстве случаев финал был бы трагичен. Правило 6 секунд возникло не на пустом месте, и владельцу собаки крупно повезло, что в тот день по тундре гулял именно этот, сытый и философски настроенный медведь. Эта уникальная встреча осталась в памяти очевидцев как нечто священное. Для Дэвида Демёля это стало напоминанием о том, что природа — это не только борьба за выживание. Иногда в ней находится место для милосердия, которое мы привыкли считать чисто человеческой чертой. Белый медведь и цепной пес. Два существа из разных миров, встретившиеся на краю земли, чтобы просто посидеть рядом. Медведь вскоре ушел обратно в снежную мглу, растворившись в ней так же внезапно, как и появился. Собака осталась ждать своего хозяина. Но видео, запечатлевшее эти минуты, продолжает напоминать нам, даже в самом суровом сердце может найтись место для нежности, если момент будет правильным, а желудок — полным. В мире,
где все подчинено правилам, иногда случаются сбои, которые мы называем чудесами.